you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые гибридные внутриканальные наушники от компании ZSIN стоимостью $190. Ну и приходят эти наушники в очень небольшой по габаритам коробке с минималистичным оформлением, где на лицевой части здесь имеется логотип компании ZSIN, а сзади уже указаны контакты производителя и имеются различные сертификаты. И кстати, название модели здесь не указано почему-то, но называются они ZSIN 336. И за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер диаметром 10 мм и два арматурных излучателя. Но чувствительность составляет 127 дБ, и они получили низкое сопротивление 11 Ом. И на раскачку, как вы понимаете, эти наушники будут очень легкие. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и балансным штекером на 4,4 мм джек. Два набора силиконовых амбушюр. Эти наушники довольно средние по своим размерам и были выполнены полностью из прозрачной смолы с ярким, но приятным оформлением лицевых панелей, которые вот так вот красиво переливаются здесь на свету. Но здесь у них располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, и рядом находится единственное небольшое акустическое отверстие. А поскольку внутренняя часть у них здесь полностью прозрачная, то вы можете без проблем увидеть, как здесь все было устроено. И тут прям очень хорошо видно и 10 мм динамический драйвер, так и два арматурных излучателя, которые располагаются под этим звуководом. Ну а звуковод у них имеет длину около 5 мм, диаметр 5 мм, и он получил слегка выделенный бортик для уже более надежной фиксации амбушюр. И конечно, он был прикрыт защитной сеточкой. Но сидят в моих ушах эти наушники отлично, и никаких проблем с посадкой тут естественно нету, поскольку анатомически их форма была выполнена правильно, поэтому и со звукоизоляцией и глубиной посадки тут полный порядок. К тому же их комплектный кабель очень хорошего качества, и мне лично он очень понравился, поскольку он не путается и очень удобен в использовании. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики гибридных наушников ZSIN 336. Эти наушники имеют усиление низких частот на 10 дБ с очень плавным заходом в область нижней середины, а далее здесь следует аккуратный переход к области верхней середины, где основной акцент приходится четко на 3 кГц, что хорошо соответствует моему таргету. Да и к тому же высокие частоты для гибридных наушников с такой конфигурацией излучателей здесь очень хороши, поскольку они не имеют каких-то сильных провалов или подъемов и лишь плавно сдухают уже после 15 кГц, что является хорошим результатом. Ну а теперь давайте обсудим, как все это уже ощущается на практике. Низкие частоты в наушниках ZSIN 336 это про очень умеренный, зрелый и по-настоящему чистый бас, который подается без какой-то искусственной раздутой басхедности, поскольку здесь точно нету попытки удивить вас каким-то излишним количеством или сверхдавлением. Вместо этого ты сразу ловишь здесь ощущение аккуратной и осмысленной настройки, где бас очень четко воспринимается как часть общей картины. Он не лезет вперед, не перетягивает абсолютно все внимание на себя, а просто спокойно и уверенно держит фундамент звучания, создавая ощущение более правильного баланса и более лучшей музыкальной цельности. При этом глубина у баса есть, и она даже слегка ощущается на уровне физичности. Да так, что вы четко слышите, как бас уходит вниз, мягко и уверенно, без гула и размазывания, давая ощущение более лучшего объема и пространства. Он не давит, не утомляет, но в нужный момент ты его реально прекрасно чувствуешь, особенно на электронных треках или на какой-то атмосферной музыке. А вот уже после подключается мидбас, который прям панчевый, ритмичный, удары собранные, довольно быстрые, с хорошей атакой и таким же быстрым затуханием, за счет чего барабаны звучат упруго, все бас-партии читаются четко и без ощущения какой-либо рыхлости. И за счет этого бас своей подачи кажется таким техничным и очень контролируемым.
контролируемым, да так, что он не расползается даже в насыщенных композициях и не начинает подкрашивать собой середину. И в итоге низкие частоты в ZSyn 336 это про очень грамотную, зрелую и универсальную подачу с отличным контролем, глубиной и панчем там, где это действительно нужно. И такой бас очень легко слушается долго, не утомляет и крайне органично вписывается в общее звучание, оставляя после себя ощущение спокойного, уверенного и очень музыкального фундамента. Ну а средние частоты в этих наушниках это уже про максимум прозрачности, легкости и открытости с очень быстрыми переходными процессами, когда звук мгновенно появляется и также быстро исчезает, не оставляя за собой каких-то хвостов и мутных шлейфов. И здесь, ребята, все звучит очень чисто, детально и собрано, но при этом нет ощущения какой-то неприятной крикливости или излишнего напора, даже когда в треке есть очень насыщенный вокал или много инструментальных партий. И вокал здесь подается прям естественно и довольно спокойно, без излишнего какого-то задира верхней середины и без попытки вытащить его искусственно вперед на первый план. И за счет этого мужские голоса звучат телесно и ровно, а женские легко и воздушно, без какой-то там рези и усталости при длительном прослушивании. То есть тут точно нету такого эффекта, когда середина вроде бы и детальная, но через полчаса вам хочется просто взять и снять эти наушники. И я не шучу, друзья, но здесь реально все наоборот. Ты просто продолжаешь слушать и не замечаешь, как уже прошло несколько часов. Вот это, как по мне, прям очень круто. Да и к тому же инструменты в середине разделяются очень четко и каждый занимает свое место. И за счет высокой техничности музыка ощущается уже более живой и подвижной. Гитары звучат ясно и артикулированно, клавишные прям такие очень точные, передают все нюансы атаки и затухания, ну а струнные не сливаются в какой-то общий фон. При этом середина по восприятию не сухая и не стерильная, а словно такая живая и естественная. И в итоге это именно та середина, которая не утомляет, а наоборот делает звучание максимально прозрачным, цельным и очень приятным как для эмоционального прослушивания, так и уже для более внимательного анализа музыки. Так что любители поразбирать треки на отдельные частицы, смело берите эти наушники себе на заметку. Но высокие частоты в этих наушниках это уже про естественный, зрелый и очень сбалансированный верх, который не уходит ни в темноту, ни в излишнюю яркость, а звучит именно так, как должен звучать правильно настроенный верхний диапазон. Здесь совершенно нет ощущения, что высокие частоты будто были специально, так скажем, подчеркнуты ради какой-то мнимой детальности, и мне реально нравится такой подход к настройке, потому что верх уже сразу воспринимается именно как продолжение середины, а не как, знаете, что-то такое отдельное и оторванное. Именно поэтому перкуссия в этих наушниках подается так четко и аккуратно, с хорошей атакой, но без резкости и песка, а тарелки звучат живо с красивыми и протяженными послезвучиями, которые уже постепенно растворяются в пространстве, они обрываются и не превращаются в какой-то там, знаете, сухой щелчок, и за счет этого у вас появляется уже более лучшее ощущение воздуха и глубины, а вся сцена словно начинает дышать, и музыка воспринимается за счет этого уже более объемной и живой, без ощущения какой-то перегруженности или хаоса. И при этом, когда начинаешь слушаться уже внимательнее, очень приятно слышно все фоновые детали, реверберации, легкие призвуки и какие-то там атмосферные слои, которые обычно либо теряются в плохих наушниках, либо подаются слишком навязчиво в излишне ярких моделях. И здесь они присутствуют ровно в том количестве, в котором нужны, добавляя музыке фактуру и пространство, но не отвлекая вас от основного материала. И в итоге высокие частоты в ZSyn 336 это очень грамотно настроенный верх, который точно легко понравится многим, поскольку он детальный, воздушный, живой, но при этом зрелый и спокойный, без утомления и каких-то там перегибов. И лично мне такой верх хочется слушать долго, просто наслаждаясь нюансами, послезвучиями и общей атмосферой музыки. Ну а звуковая сцена в этих наушниках точно порадует вас своей глубиной и шириной, а также очень уверенной и точной локализацией, причем настолько, что ты буквально без какого-либо напряжения слышишь, где и что играет. Музыка здесь не сваливается тупо в одну точку и не ощущается какой-то чисто зажатой в голове, а наоборот все разворачивается так свободно и с ощущением пространства и воздуха между инструментами, и за счет чего слушать становится эти наушники действительно комфортно. И чем дольше ты вслушиваешься, тем больше понимаешь, что сцена здесь ощущается не просто широкой, а именно объемной, где есть очень четкое разделение
более-менее по планам, передние инструменты тут не давят, задние не теряются, и за счет этого появляется буквально настоящее ощущение глубины, когда музыка будто выстраивается вот так вот слоями, и благодаря этому ты легко улавливаешь расстояние между источниками и понимаешь, что находится ближе, а что уходит уже дальше, и все это воспринимается максимально естественно, без какого-то искусственного растягивания пространства. И вот здесь, если честно, особенно хочется отметить локализацию, потому что она реально является сильной стороной этих наушников. Инструменты и вокал фиксируются точно и без какого-либо смазывания, даже в сложных и более насыщенных аранжировках. И за счет этого я думаю, что сцена остается именно такой читаемой и максимально понятной, и ты можешь спокойно следить за отдельными элементами в миксе, не теряя при этом целостности всей композиции. И в итоге звуковая сцена в DCN 336 получилась глубокой, широкой и очень аккуратно выстроенной, с отличной локализацией и ощущением свободы. И музыка в этих наушниках подается настолько понятно, легко и органично, что от прослушивания действительно сложно оторваться. Ну а вывод у меня получился таков: DCN 336 это отличные гибридные наушники, которые точно понравятся всем любителям сбалансированного и очень техничного и прозрачного звучания, поскольку у них нету каких-то перекосов в угоду какой-то безумной эффектности. Зато есть зрелая настройка, отличный контроль по всему диапазону и чистая и быстрая подача, а также объемная сцена с очень точной локализацией. И это именно тот случай, когда наушники хочется просто слушать долго, вдумчиво и с удовольствием, просто наслаждаясь музыкой такой, какая она есть. Ну а ссылка на покупку этих наушников будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и до скорых встреч в новых обзорах.